Боль в области поясницы и под лопатками у женщин, которые недавно родили, часто связана с вынужденным положением. Давайте подумаем, сколько часов в день вы проводите с малышом на руках. Как только вы взяли малыша на руки, я уверена, что все мы, молодые мамы, выталкиваем таз вперед, уплощаем поясницу, усиливаем кифоз, сгибание грудного отдела и выводим голову вперед. И вот в таком положении мы проводим несколько часов. Следующее вынужденное положение, в котором мы проводим много времени после родов, это положение сидя с сильным сгибанием поясницы. То есть, как правило, когда мы сидим, кормим малыша, наша поясница уходит в сгибание, во флексию, и в этом положении, как правило, мы проводим значительное количество времени, иногда около часа и даже больше, как правило, 20-30 минут, пока кормим малыша. Соответственно, после того, как вы провели длительное время в такой позе, разумеется, когда вы попытаетесь встать, вы почувствуете дискомфорт в пояснице просто из-за длительного растяжения тканей поясницы. Что же с этим делать? Допустим, вы сидите с малышом в таком положении какое-то время. Вы понимаете, что вам достаточно больно будет встать. Не торопитесь вставать сразу. Во-первых, сядьте на край стула. Попробуйте выстроить ось позвоночника таким образом, чтобы у вас мочка уха, центр плечевого сустава, центр тазобедренного сустава были на одной вертикальной оси. После этого вы заняли вот это положение. Теперь попробуйте поперекатывать таз в передний и задний наклон. Позгибать и разгибать поясницу. То есть мы просто улучшаем подвижность в области поясницы. Буквально около минуты. После этого останьтесь в небольшом разгибании в пояснице, сохраняя ось, мочка уха, плечевой сустав, тазобедренный сустав. Пододвиньте пятки чуть ближе к стулу, чтобы угол в коленях стал острым. И из этого положения, представляете, что я сейчас держу малыша, из этого положения, сохраняя прогиб в пояснице, надавите пятками в пол и за счет напряжения ягодиц вставайте. Большинству девушек вот этого приема будет достаточно, чтобы убрать дискомфорт в области поясницы в момент смены положения. Есть еще один лайфхак. Каждой маме нужен фитбол. И не для того, чтобы укачивать малыша, а для того, чтобы сидеть самой на фитболе и параллельно тренировать мышцы тазового дна, глубокие мышцы живота, мышцы спины. Все очень просто. Когда вы сидите на фитболе, вы не можете сутулиться, вы не можете сидеть нога на ногу. Как правило, если вы сидите на фитболе, вы автоматически выстраиваете вот эту ось, про которую я уже сегодня говорила. Ухо, плечо, тазобедренный сустав. Когда вы сидите на фитболе, у вас автоматически выстраивается небольшой поясничный лордоз. Естественно, это тот, который нам нужен. Поэтому, когда вы просто сидите на фитболе, это уже хорошая тренировка мышц, которые отвечают за поддержание осанки. Если вы сидите с малышом, то у вас дополнительный вес. Это все равно, что приседать со штангой, например. Вы берете дополнительный вес и удерживаете тоже положение на фитболе ровное, насколько это возможно. Также, когда вы, например, сидите с малышом, пробуйте делать передний, задний наклон таза, улучшая мобильность поясницы. И обязательно эту привычку интегрируйте в свою повседневную активность. Я прекрасно понимаю, что если у вас маленький ребенок, вряд ли вы сейчас будете выделять себе 30-40 минут в день и регулярно заниматься. Поэтому те вещи, про которые я говорю в данном ролике, попробуйте интегрировать в свою повседневную активность, когда вы кормите малыша, укладываете малыша, просто ходите с малышом на руках, и это уже будет для вас прекрасной тренировкой. Ну а теперь давайте подумаем, что можно сделать с положением, когда вы стоите или ходите. Теперь давайте вернемся к позе стоя. В самом начале я вам показывала, что, как правило, молодая мама и папа, как поправил меня наш оператор, очень много времени проводят стоя с малышом на руках. И, как правило, когда мы берем малыша, ходим с ним или укачиваем его, у нас естественным образом получается круглая осанка. Это такой тип осанки, она так и называется, круглая осанка. Это осанка, когда мы выводим таз вперед, таз уходит в задний наклон, поясница уплощается, усиливается сгибание, кифоз грудного отдела позвоночника, и голова уходит в протракцию, то есть такое выдвинутое переднее положение головы. И в этом положении мы проводим достаточно много времени. Что же делать, чтобы профилактировать вот эту боль и дискомфорт в области поясницы и под лопатками от длительного вынужденного положения?
Каждый раз, когда вы находитесь с малышом на руках, на несколько минут пробуйте выстраивать так называемую вертикальную ось. То есть старайтесь толкнуть стопами пол, подтянуть коленки, увести поясницу в естественное разгибание, выстроить ось, мочка уха, плечо, тазобедренный сустав. У вас в этом положении, я думаю, если вы пробуете сейчас вместе со мной, уже автоматически появился небольшой тонус в ягодицах, мышцах тазового дна, в животе, в области спины. И вот в этом положении пробуйте находиться хотя бы 2-3 минуты, когда вы стоите или когда вы ходите, укачиваете малыша. Через 2-3 минуты вы устали от этой правильной позиции, возвращайтесь в свою круглую осанку. Через час-два или когда вы увидели себя в зеркале, вы снова увидели, что вы в круглой осанке, выходите в осевое выстраивание. И вот такое осевое выстраивание по 4, 5, 10 раз в день на 1-2 минуты будет прекрасной тренировкой для мышц, поддерживающих осанку. Резюмируя наш сегодняшний ролик, я рекомендую вам не переживать за то, что вы неправильно сидите или неправильно ходите. Просто каждый час или раз в 2 часа выполняйте осевое выстраивание в положении сидя, на стуле, на фитболе или в положении стоя. И то время, хотя бы 2-3 минуты, пока вы будете сохранять вот это осевое выстраивание, будет происходить тренировка. Маленькими шагами идем к большой цели. Будьте здоровы! С вами была Осокина Марина.